Ветер гнал пыль над равниной, выл между трещинами старой хижины, словно голоса умерших. Внутри мерцал огонь, освещая изрезанное временем лицо мужчины по имени Колт Хенли. Когда-то у него была семья, жена, погибшая от лихорадки, сын, ушедший на войну и не вернувшийся. Теперь остались только пустая земля и виски, которые он уже не пил. Его жизнь давно превратилась в выжженное поле без смысла. Но однажды ночью кто-то постучал. На пороге стояла женщина, изможденная, босая, с окровавленными следами на ногах. Ее звали Лея. В ее глазах не было просьбы, только голый страх, замешанный на усталости. Она не сказала почти ничего, лишь подошла к огню и обняла себя за плечи. Колт молча наблюдал, как ее тело дрожит. На коже шрамы, следы ожогов, чужая жестокость, вырезанная в плоти. Он понимал, таких историй много, но каждая несет в себе слишком тяжелую тишину. Он принес одеяло, укутал ее и произнес лишь одно: «Не так». Это был не приказ, обещание. Позже, уставившись в огонь, Лея рассказала: караван, в котором она шла, стал ловушкой. Мужчины, притворявшиеся торговцами, превратились в зверей, когда власть закона исчезла за горизонтом. Ее держали в загоне на отдаленном ранчо, где женщины не имели даже имен. Колт слушал молча, сжимая винтовку. В его глазах медленно разгоралось пламя старого гнева, того, что когда-то питал его на войне. Не месть, а холодное знание, что кто-то должен сделать то, чего другие боятся. Когда она назвала место, он уже знал, что уйдет до рассвета. Он седлал старого мустанга, проверял оружие, не торопясь. Лея умоляла не идти, но он только ответил: «Если не вернусь, живи, просто живи». Ночь встретила его тишиной. Он ехал через пересохшее русло и полосу кактусов, пока не увидел кривой загон. Люди там смеялись у костра, пили, не зная, что за ними наблюдают. Колт ждал, пока смех превратится в храп, потом прокрался внутрь. Веревки, запертые двери, дрожащие силуэты. Он освобождал их, одну за другой, пока не услышал первый вскрик. Выстрел расколол ночь. Он выстрелил в ответ, не целясь, только чтобы выиграть секунды. Схватил двух девочек, вытащил наружу. Пули рвали воздух. Одна задела его в бок, но он не остановился. Он знал, что боль — это цена пути обратно. Когда он добрался до хижины, Лея уже ждала у порога. Увидев детей, она закрыла рот ладонями, будто боялась, что крик разрушит реальность. Колт рухнул на колени, кровь теплым потоком текла сквозь рубашку. Он посмотрел на них, на женщину, на двух спасенных, на огонь, который теперь горел не ради тепла, а ради жизни. И понял, все, что осталось от него, наконец обрело смысл. Снаружи ветер стих. Прерия дышала тяжело, как будто и она знала: ночь больше не принадлежит тьме.